Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Ниле. Среди всех рек мира Нил занимает особое место. Его имя знает каждый, но что мы знаем о нем? Что Нил самая длинная река, но по-настоящему понять его масштаб можно лишь взглянув на карту Африки. Узкая голубая линия пересекает весь континент с юга на север. Это крупнейшая по протяженности река Африки и одна из самых длинных на планете. Около 6650 километров от истока в сердце континента до Средиземного моря, что делает Нил соперником Амазонки за звание самой протяженной реки на нашей планете. Площадь бассейна Нила огромна, около 3 миллионов квадратных километров. Его воды собираются на территории 11 стран – Уганды, Кении, Танзании, Руанды, Бурунди, Демократической Республики Конго, Южного Судана, Судана, Эфиопии, Эритреи и Египта. Он течет почти 7000 километров от тропических лесов и болот до песков Сахары, неся жизнь через весь континент. Впадая в Средиземное море, Нил образует дельту площадью около 24 тысяч квадратных километров, одно из самых плодородных мест на планете. Средний расход воды у устья составляет почти 3000 кубометров в секунду. Кто-то скажет, всего-то, если сравнивать Нил с другими великими реками мира, возможно, он не самый полноводный, но, пожалуй, самый судьбоносный. Енисей, например, несет воды во много раз больше, его расход достигает 20 тысяч кубометров в секунду, тогда как у Нила в 7 раз меньше, но Енисей питается снегами и дождями огромного сибирского бассейна, полон энергии и влаги. Нил же течет через самую сухую полосу планеты, и все его течение – непрерывное чудо выживания. Но несмотря ни на что, Нил жив и остается главной артерией Восточной Африки. Его воды обеспечивают жизнь более 250 миллионов человек, а на его берегах развивается сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм. С древнейших времен Нил был не просто рекой, он был даром богов. Египтяне называли его Итеру, великой рекой, источником жизни и плодородия. Каждый год, когда он выходил из берегов, вода оставляла на земле слой ила, превращая пустыню в сад. На его берегах выросли Каир, Луксор, Асуан. Здесь воздвигались храмы, пирамиды и целые города. Его воды определяли ритм жизни, время посевов и праздников. Без Нила не было бы той цивилизации, давшей человечеству больше, чем любая другая из древних культур. То, что родилось в долине Нила, стало основой всей последующей истории, от науки и архитектуры до искусства, религии и государственного устройства. И как не поговорить об этой реке поподробнее? Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в путешествие от истоков до устья по великой реке Нил. Поехали! Нил – это древнейший след жизни на африканском континенте. Путь воды, которому миллионы лет. Его история начинается задолго до человека, до пирамид и фараонов, когда сама Африка выглядела иначе. Ученые считают, что Нил – одна из старейших рек Земли. Возраст ее системы оценивают в 30 миллионов лет. Все началось в эпоху, когда африканская литосферная плита поднималась и раскалывалась, образуя восточно-африканский рифт. Тогда же появились и первые истоки будущего Нила. В горах и на плато, где сегодня лежат Эфиопия, Уганда и Кения. Но путь к современному Нилу был долгим. Геологи выделяют несколько его жизней. Первый был так называемый Древний Нил, река, которая текла миллионы лет назад, но шла совсем не туда, куда сейчас. Тогда воды стекали в гигантское внутреннее озеро в центре Сахары. Позже климат менялся, пустыня наступала, и река сместилась. Около 5 миллионов лет назад
появился Палеонил, уже связанный с Эфиопским Нагорьем. Именно тогда вода впервые пробилась через каменные хребты на север и достигла Средиземного моря. С тех пор течение Нила стало тем, каким мы его знаем сегодня, от зоны экватора через пустыню к морю. Современный Нил окончательно сформировался около 6 миллионов лет назад, когда земная кора прогнулась, открыв путь от Судана к Средиземному морю. Тогда же возникли озера Виктория, Альберт и Тана, ставшие его естественными резервуарами. Эти озера сегодня питают реку, сглаживая колебания уровня воды. Нил пережил катастрофы, извержения вулканов, засухи и смену ледниковых эпох. Когда климат становился влажным, долина превращалась в зеленый сад, покрытый лесами и болотами. Когда приходила засуха, река сжималась до тонкой нити, но Нил никогда не исчезал. Именно его устойчивость позволила зародиться жизни там, где без воды царила бы пустыня. Около 8000 лет назад вдоль берегов появились первые поселения земледельцев. Так началась история Древнего Египта, первой цивилизации. Египтяне называли Нил Итеру, Великая река, и считали его телом Бога. Тысячелетиями Нил оставался дорогой между Верхним и Нижним Египтом. По его водам скользили торговые суда, перевозившие зерно, папирус, золото и камень для строительства храмов и гробниц. Когда Египет стал частью Римской империи, Нил превратился в артерию, по которой Египет снабжал хлебом весь Средиземноморский мир. Римляне называли его Нилус Патер, Отец Нил, считая источником благополучия и изобилия. Без него не могла существовать ни армия, ни столица, ни сама империя. С течением веков цивилизации менялись, но Нил продолжал свое вечное движение. Арабы называли его Аль-Бахр, море. Настолько широким и глубоким казался им этот поток в сердце пустыни. По его берегам строились города, процветали рынки, развивались ремесла. Но даже в эпоху великих географических открытий Нил оставался загадкой. Европейцы знали его дельту, но столетиями не могли найти истоки. Лишь в 19 веке исследователи Джон Спик и Ричард Бёртон открыли для Европы источник Белого Нила – озеро Виктория, а вскоре был найден и исток Голубого Нила – озеро Тана в Эфиопском Нагорье. Эти открытия завершили многовековой поиск, начатый еще со времен Геродота, который называл Нил величайшей загадкой Африки. Причем расстояние между истоками Белого Нила и Голубого составляет около 1500 километров по прямой, от озера Виктория в Восточной Африке, где начинается Белый Нил, до озера Тана в Эфиопии, откуда вытекает Голубой Нил. Если же проследить путь, который эти две реки проходят до места своего слияния в Хартуме, цифры становятся куда более внушительными. Белый Нил проделывает путь длиной примерно 3700 километров, извиваясь через Уганду, Южный Судан и центральные районы Судана. Голубой Нил проходит около 1450 километров от озера Тана через Эфиопское Нагорье до Хартума. Иными словами, между их стоками около 1500 километров, но встречаются они лишь после того, как проходят более 5000 километров самостоятельного пути. Это стоит того, чтобы посмотреть на них по отдельности, ведь это два разных мира одной реки. И начнем мы с Белого Нила. Один из истоков Великой Африканской реки рождается у подножья сурового, окутанного облаками горного массива Рувензори на границе Уганды и Конго. Это 120-километровый хребет, часть восточноафриканской рифтовой системы, и его имя переводится как «повелитель облаков». Горы действительно живут в облаках. Их пики и ледники скрыты в тумане большую часть года. На склонах Рувензори царит редкое для экватора многообразие. До 3000 метров простираются влажные вечнозеленые леса, а выше начинается пояс гигантских лобелей и крестовиков, растений, выживающих между солнцем и снегом. Еще век назад здесь находилась половина всех ледников Африки, теперь же от них остались лишь тонкие серебристые полосы льда. Но горы живут, здесь ежедневно идут дожди, а вершины по-прежнему белеют снегом. С тающих склонов вода стекает вниз, образуя тысячи ручьев и рек, питающих долину.
Античные географы называли эти вершины лунными горами, веря, что именно отсюда начинается Нил. Среди множества потоков, спускающихся в долины, особое место занимает река Семляки, соединяющая озера Эдвард и Альберт. Эти озера, известные также под древними именами Рутамзиги и Мвитамзиги, лежат в тектонических впадинах центральноафриканского грабена. Их берега царства птиц и водных животных. Здесь обитает более сотни видов рыб и десятки тысяч африканских птиц. Озера и прилегающие болота входят в систему национального парка Вирунга, одного из старейших заповедников мира, созданного еще в 1925 году. Здесь, на стыке Уганды, Руанды и Конго, природа сохранила первозданное богатство Африки. Болота питают истоки Белого Нила, а вулканические горы вокруг них служат убежищем для сотен редких видов животных. В горах Вирунги живут горные гориллы, редчайшие приматы планеты. Они обитают в туманных лесах, образуя тесные семьи под руководством сильного самца. Гориллы миролюбивы, умны и заботливы. У подножия Рувензори обитают лесные африканские слоны, буйволы, антилопы и многие другие. На берегах Нила, особенно в южном и даже в среднем течении, можно встретить нильского крокодила, одного из древнейших хищников планеты. Он живет в заводях, старицах и на песчаных отмелях, где греется под солнцем, затаившись в ожидании добычи. Эти гигантские рептилии вырастают до 6 метров и без колебаний нападают на рыбу, антилоп, а порой на более крупных зверей, пришедших к воде. При этом вид вовсе не ограничен долиной Нила. Он живет во множестве рек и озер Африки, от Чада и Виктории до Замбези и даже Мадагаскара, царствуя повсюду, где есть теплая вода и жизнь. Крокодилы крокодилами, но нас ждет с востока другой приток – Нил Виктории. Он берет свое начало в крупнейших водоемах континента – озере Укуреве. Хотя у этого озера есть и другие имена, и каждое отражает свой взгляд на мир. Для народа Баганда оно изначально было Налубале, владычица вод, священная сила, управляющая дождями и жизнью. В его волнах по преданию обитал бог Мукуса, покровитель воды и плодородия. Для местных жителей это было не просто озеро, а живое божество, источник всего сущего. Когда европейцы впервые достигли этих берегов, они услышали другое имя – Укуреве или Ньянза, что на языке Восточной Африки значит «великая вода». Так называли озеро племена, жившие южнее. А в 1858 году англичанин Джон Спик увидел эту необъятную гладь и дал ей третье имя – озеро Виктория, в честь своей королевы. Так одно озеро стало перекрестком культур. Для Африки священный Налубале, для местных племен Великая Укуреве, а для Европы королевской Виктории, колыбелью Нила. Это второе по площади пресноводное озеро мира и крупнейшее в Африке. Оно расположено прямо на экваторе, на высоте около 1000 метров над уровнем моря и сформировалось более миллиона лет назад при расколе земной коры. Климат здесь экваториально-тропический с 2 сезонами дождей, поэтому уровень воды почти не меняется. Из северной оконечности озера вытекает река Виктория-Нил. Ее путь начинается у исчезнувшего водопада Рипон, скрытого под водой после строительства плотины Оуэн-Фоллс. Сегодня она регулирует сток и снабжает энергией весь регион. Далее Виктория-Нил устремляется к северу, питая озеро Кьога. Это мелководное разветвленное озеро, больше похоже на огромный лабиринт проток, болот и островов. Его берега густо поросли папирусом, в зарослях которого скрываются бегемоты, крокодилы и тысячи водоплавающих птиц. По пути река образует один из самых впечатляющих водопадов Африки – Кабарега. Каскад из 3 ступеней, общей высотой около 120 метров. Водный поток с невероятной силой врезается в узкий каньон шириной всего 8 метров, а река, преодолевая пороги, впадает в озеро Альберт. Именно здесь начинается Белый Нил. Покидая северную оконечность озера Альберт, Белый Нил начинает свое путешествие на север, к Южному Судану. Здесь река становится спокойнее, ее течение замедляется, а берега расширяются, образуя заболоченные равнины.
На протяжении 400 километров она петляет среди тростников и папируса, разделяясь на множество рукавов и заводей. Достигнув столицы Южного Судана, города Джуба, Нил становится судоходен, по его водам движутся баржи и торговые суда. Основанная британцами в начале 20 века как торговая станция, Джуба долго оставалась отдельным поселением. Сегодня здесь административное сердце страны, узел дорог, мостов и рынков. Город быстро растет, но переживает трудности: нехватку инфраструктуры, нестабильность, частые перебои с электричеством. От Альберта до Джубы река проходит путь длиной около 800 километров, неся через сердце тропической Африки жизнь, влагу и движение. От Джубы Белый Нил течет дальше на север, постепенно покидая холмистые земли и вступая в зону обширных равнин. Река здесь становится широкой и медлительной, разделяясь на множество протоков и рукавов. Этот участок пути знаменует переход к одному из самых необычных природных зон на планете, к огромному болотистому региону, известному как Суд. Суд – это настоящий водный лабиринт Южного Судана, покрытый плавающими островами папируса и водорослей. Здесь Нил течет почти незаметно. Огромные массы растительности замедляют поток, а испарение и тропическое солнце забирают половину воды. В некоторых сезонах Суд превращается в сплошное зеленое море, по которому невозможно пройти даже на лодке. Древние египтяне так и не смогли пересечь эти болота и считали их пределом известного мира. Покидая Суд, Белый Нил получает крупный приток Бахр-эль-Газаль, что значит река Газели. Когда-то античные географы ошибочно полагали, что именно здесь, далеко на западе, находятся истоки Нила. А немного выше по течению с востока река Сабат, несущая мутные желтовато-белые воды из горных районов Эфиопии. В месте их слияния воды приобретают особый оттенок – смесь светлых и темных тонов. Сабат приносит огромное количество ила и осадков, а во время дождей его русло разливается на десятки километров, превращая окрестности в бескрайние озера. После соединения с Сабатом Белый Нил продолжает путь на север, входя в пределы Судана. Здесь река течет по широкой долине, окруженной саванной и редкими акациями. Берега постепенно становятся более заселенными. Появляются поля, пасущиеся стада, рыбацкие деревни. Воды Белого Нила в этих местах спокойны, но обманчивы. Под их гладью скрывается мощное течение. Вдоль реки расположены небольшие города – Малакаль, Рабак, Кости, центр торговли, рыболовства и сельского хозяйства. По мере приближения к северу пейзаж меняется. Саванна редеет, земля становится суше, а солнце ярче. Белый Нил взрослеет, превращаясь из болотной реки в зрелый, уверенный поток. Наконец, у подножья песчаных холмов и сухих плато он достигает Хартума, столицы Судана. Здесь, на перекрестке путей, его воды встречаются с бурными потоками Голубого Нила, пришедшего из Эфиопского Нагорья. Голубой Нил – это отдельная история. Его путь начинается в озере Тана, самом крупном озере страны, лежащем на высоте 1830 метров. Из южной части озера у города Бахирдар вытекает река, которую местные называют Абей. Отсюда Голубой Нил несет жизнь миллионам людей, и около 2/3 годового стока Нила вместе с почти всем плодородным илом, который веками питал египетские земли. Первые десятки километров река идет среди холмов и зеленых пастбищ. Уже через 30 километров поток низвергается со ступенчатого уступа в знаменитом водопаде Тыс-и-Сад. Дымящаяся вода. В сезон дождей водопад ревет и окутывает долину туманом. До регулирования стока его высота составляла 42 метра, а ширина колебалась от узкой струи в засуху до 400 метров в паводок. Ниже, в 17 веке, португальские миссионеры построили каменный мост, один из старейших на Голубом Ниле. Далее река уходит в гигантское ущелье, одно из глубочайших на Земле. Стены местами поднимаются на 1,5 километра, а возраст обнаженных слоев превышает десятки миллионов лет.
Река петляет между базальтовыми стенами, пробивая путь к западу. Здесь ее русло все глубже врезается в породы Эфиопского плато, формируя начальные участки каньона. Примерно через 100 километров ниже Тыс-Исата река делает длинный изгиб и начинает поворот по часовой стрелке к району Дебра-Маркос. Отсюда начинается наиболее впечатляющий участок ущелья. Гора Чоки-Террара – часть массива гор Чоки, к югу от озера Тана, в центральном Гаджаме. Вершины превышают 4000 метров. Отсюда разбегаются ручьи и реки, питающие Голубой Нил. Великая река начинает путь от Таны, огибает Чоки, обходя Исполинский купол. На нижних склонах растут реликтовые леса, где живут черно-белые колобусы, ловкие молчаливые приматы. Выше начинаются луга, залитые солнцем. Здесь обитают геллады, единственные обезьяны, питающиеся травой. Их крупные группы медленно движутся по склонам, пасутся и перекликаются. Когда спадает жара, из тени выходят леопарды. Они двигаются бесшумно, охотясь на молодых обезьян или мелких антилоп. В этом районе через каньон перекинуты два ключевых моста на трассе Аддис-Абеба-Бахир-Дар. Старый стальной, построенный в 30-х прошлого века, и новый бетонный. С перевалов открываются виды на каньон и волнистые поля плато Гаджам, где на террасах выращивают теф и ячмень. Вокруг лавовые купола и столовые горы, следы древнего вулканизма восточно-африканского рифта. Покидая верхнее Амхарское плато, Голубой Нил входит в более низкий, но не менее величественный регион Бенишангул-Гумус. На первых участках после мостов русло бежит по узкой долине со стремнинами и водоворотами. Берега прикрыты лесом. Ниже ущелья постепенно раскрывается в серию террас. Начинается переход от высокогорных форм к саванне. Здесь река принимает ряд важных притоков. Дидесса – крупнейший эфиопский приток Голубого Нила. Длина около 350 километров. Впадает примерно за 80 километров выше Великой Эфиопской плотины Возрождения. Ибеле зарождается у хребтов Чоки, течет на запад и впадает примерно в 100 километрах восточнее Великой плотины. Совокупный поток рек Дидессы и Беле приносит до четверти всего объема воды Голубого Нила, особенно в сезон муссонов. В паводковый период расход здесь достигает 2 с лишним тысяч кубометров в секунду, а ширина русла превышает 400 метров. Именно эта колоссальная энергия и определила выбор места для строительства Великой Эфиопской плотины Возрождения. Плотина Возрождения – грандиозное сооружение длиной около 2 километров и высотой 145 метров. Она образует водохранилище объемом до 75 миллиардов кубометров. Одно из крупнейших в мире. Этот колосс способен вырабатывать более 5000 мегаватт энергии и стал символом современной Эфиопии, ее стремления к независимости и возрождению. Но как и любое грандиозное гидротехническое сооружение, она несет двойную природу – созидательную и разрушительную. Главная экологическая проблема – это регулирование стока. До плотины Голубой Нил жил по естественному циклу. Бурные паводки приносили плодородный ил на земли Судана и Египта. Теперь вода течет ровно и спокойно, но вместе с тем исчезают разливы, веками питавшие долины. Это грозит постепенным обеднением почв и снижением урожайности. Второе – осадконакопление. Ил, который раньше шел вниз по течению, теперь оседает в водохранилище, уменьшая его объем и лишая нижние участки реки защитного слоя. Вокруг огромного водохранилища формируется новый микроклимат, повышается влажность, появляются болота, меняется жизнь животных и людей. Под водой оказались тысячи гектаров земли и десятки деревень. Так что эксперимент с целой рекой даст свет миллионам, но изменит судьбу самой воды. И только время покажет, сможет ли человек удержать равновесие между пользой и разрушением. Ниже по течению расположен город Эд-Дамазин с водохранилищем и старейшей суданской плотиной, построенной еще в 1966 году. Ее задача регулировать воду для орошения и защиты от паводков. Чуть дальше находится Синарская плотина, исторический символ суданской гидроэнергетики, построенная британцами в 1920-х годах. Между Росерисом и Синаром лежат обширные заливные равнины Гезиры, плодороднейший регион Судана.
Это один из крупнейших в мире проектов орошения, созданный в начале 20 века между Голубым и Белым Нилом на плодородных равнинах между городами Синар и Хартум. Его название происходит от арабского слова «Аль-Гезира» – «остров», что символично. Этот регион действительно расположен между двумя Нилами, словно большой зеленый остров посреди засушливой суданской земли. Система начала строиться в 1925 году, после возведения Синарской плотины. С тех пор вода по сети каналов и дамб питает свыше 800 тысяч гектаров сельхозугодий, главным образом плантации хлопка, сорга, пшеницы и арахиса. Слияние двух Нилов, Белого и Голубого, называется по-арабски Аль-Магран, что дословно означает «место соединения» или «место встречи рек». Аль-Магран находится в центре Хартума, столицы Судана, где две разные по цвету и характеру реки, мутно-белая от глины и густо-синяя от горных дождей, соединяются, образуя единый Великий Нил, направляющийся на север, к Египту и Средиземному морю. Город Хартум стоит на древнем перекрестке путей Африки и Ближнего Востока, основанный в 1820 году как египетский военный пост. Хартум быстро стал центром торговли и власти. Здесь проходили караваны, строились дворцы, мечети и рынки. Позже город пережил восстание махдистов, британскую оккупацию и современную историю независимости. От Хартума и вниз по течению Белый и Голубой Нил уже соединяются в единое русло, который дальше течет через Северный Судан и Египет. Но путь этот неспокоен. Река здесь натыкается на серию гранитных выступов и каменных гряд – Нильские пороги. Географически это участок между Хартумом и Асуаном, длиной около 1600 километров, где русло Нила прорывается через древние кристаллические породы Нубийского щита. Пороги образуют цепь из 6 основных каскадов, каждый из которых был целой системой каменных преград, островов и узких протоков. Сабалокские скалы – узкая долина, в которой река сжимается гранитными горами, прорывается через цепь островов. Это место называется Балукским ущельем или шестым порогом Нила. Его бурные воды веками мешали судоходству и создавали естественную преграду между Верхним и Нижним Суданом. Пятый порог города Багра. Сильные водовороты и узкие скальные проходы делали его почти непроходимым. Египетские и нубийские фараоны веками пытались контролировать этот участок, строили форпосты. Сейчас воды реки спокойнее, но местность осталась малопроходимой. Четвертый порог в районе Карамы и Мероэ. Когда-то здесь бурлила самая сложная для прохода часть реки. Гранитные глыбы, течения, водовороты. Рядом царские пирамиды Мероэ, столицы древнего Куша. Третий порог между селениями Тамбука и Ханик. Здесь Нил петляет между островами и скалами, образуя сеть узких каналов. В древности этот участок отделял царство Египта и Куша. Сегодня место спокойно, но очертания древних гранитных выступов видны даже со спутников. Второй порог был расположен у нубийского города Вади-Хальфа, ныне затоплен. Когда-то это был грозный участок для судов. Сотни валунов, каменные гряды и водовороты. Поднявшиеся в воду озера Насер навсегда поглотили его, оставив лишь память археологов и старых карт. Первый порог – Асуанский, у города Асуан. Древняя граница Египта и Нубии. Раньше бурные потоки разбивались о гранитные скалы, но теперь все скрыто под водами Асуанского водохранилища. Сегодня это место известно как начало озера Насер. А пока мы изучали пороги Нила, самые внимательные заметили, что на карте отчетливо видны силуэты огромных рек. Это вади. Вади – это сухие русла рек, которые когда-то текли по земле, а теперь наполняются водой лишь после редких дождей, а некоторые остались скелетами. Их сотни в Северной Африке, на Аравийском полуострове и в Центральной Азии. Когда-то эти русла были настоящими реками, с течением, поймами, болотами и озерами, но климат изменился. После последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет назад,
Земля пережила так называемый африканский влажный период. Муссоны приносили в Сахару обильные дожди, и пустыня тогда была зеленой страной, с озерами, саваннами и реками. Затем климат начал меняться, осадки сокращались, ветра усиливались, озера отступали и реки пересыхали. А когда солнце перегревает песок, пустыня оживает своим дыханием, песчаными бурями. Песчаные бури рождаются, когда раскаленный воздух над пустыней сталкивается с холодными фронтами с севера. Разница температур создает мощные восходящие потоки, которые поднимают песок и пыль на километры ввысь. Ветер мгновенно превращает спокойную равнину в бурлящее море пыли, стихию, двигающуюся как живая стена. Суданские хабубы и египетские хамсины несут миллионы тонн пыли, накрывая долину Нила, затмевая небо. И теперь его берега чаще видят дыхание пустыни, чем дождь. А на месте других рек остались лишь вади, борозды в земле, по которым вода течет нечасто во время редких ливней. Но река Атбара до сих пор несет свои воды в Нил. Атбара – последний крупный приток Нила перед его входом в Египет. Берет начало в Эфиопских горах, где летом идут проливные дожди. 9 месяцев в году ее русло почти сухое, но в сезон дождей она оживает, превращаясь в бурный поток, несущий ил, песок и жизнь северу. У места слияния Атбара с Нилом когда-то проходили торговые караваны, соединявшие внутреннюю Африку с Египтом. Позже здесь построили стратегическую железную дорогу британской эпохи. Сегодня Атбара остается границей между Зеленой долиной и песками пустыни, местом, где Нил получает свое последнее дыхание перед долгим путем на север. В этом регионе в свое время было расположено Кушитское царство, одно из древнейших и загадочнейших государств Африки, существовавшее на территории современной Северной Суданской Нубии между вторым тысячелетием до нашей эры и IV веком нашей. Его сердцем были города Напата и Мероэ, расположенные вдоль среднего течения Нила, между третьим и пятыми порогами, там, где река пересекает гранитные скалы и пески пустыни. Куш возник как южный сосед Египта, и между ними веками то шли войны, то процветала торговля. Египтяне добывали здесь золото, слоновую кость, железо и редкие породы древесины. Но со временем все изменилось. После упадка Нового царства именно кушитские цари стали сильнее, и около 750 года до нашей эры завоевали Египет. Так появилась 25-я династия фараонов, правившая от Напаты до Мемфиса. Фараоны-нубийцы, такие как Пианхи и Тахарка, возродили древние традиции, строили пирамиды, храмы и сфинксов. Позднее столица переместилась в Мероэ, ставшую центром металлургии и письма. Кушитская культура вобрала черты Египта, но оставалась самобытной. Царство Куш стало мостом между Египтом и Черной Африкой, между Нилом и саваннами Судана. Кушитские цари тоже строили пирамиды, считая себя наследниками фараонов. Когда нубийцы завоевали Египет в 8 веке до нашей эры и создали 25-ю династию, они унаследовали не только власть, но и религиозную идею, что царь есть сын бог Амона, и что путь к вечной жизни лежит через погребение в пирамиде. Но пирамиды Куша совсем другие. Они меньше, стройнее, и каждая выглядит как заостренная стрела, устремленная в небо. Средняя высота до 30 метров, угол наклона почти 70 градусов, в то время как египетские пологие, массивные, до 150 метров. Жаль, что многие из них были разрушены. Разрушителями нубийских пирамид была не стихия, а люди. Главный урон нанес итальянец Джузеппе Ферлини, охотник за сокровищами, который в 1830-е годы добрался до Мероэ. Ферлини не был археологом, он просто взрывал пирамиды динамитом, начиная с верхушек, надеясь попасть в тайные камеры. В итоге он разрушил десятки памятников, оставив зияющие воронки. Большинство найденных им предметов, украшения и золотые венцы царицы Аманишахета были проданы в Берлин и Мюнхен.
Позднее, в 19-20 веках, к грабежам добавилась эрозия, песчаные бури и время. Каменные блоки растаскивали местные жители, а ветер стачивал острые грани. Из примерно 500 пирамид, построенных в Напате, Нуре и Меруэ, до наших дней уцелели около 200, но почти все повреждены. Многие стоят без верхушек, некоторые наполовину занесены песком. После впадения реки Адбара Нил меняет характер и направление. Здесь, на границе между Суданом и Египтом, он делает свой знаменитый Великий Северный поворот, изгибаясь к западу, а затем снова к северу. Этот участок длиной около 300 километров, где река обходит гигантский барьер Нубийского щита, древние гранитные плиты, врезанные в пески пустыни. Именно здесь находится плотина Меруэ, грандиозное сооружение, возведенное в начале 21 века возле ушедшего под воду древнего 4-го порога и Кушитского царства. Ее бетонное тело длиной 9 километров перекрыло долину, образовав огромное водохранилище Меруэ, простирающееся на сотни километров вверх по течению. Это сердце суданской энергетики. 10 турбин вырабатывают более 1000 мегаватт, питая светом города, где раньше горели лишь керосиновые лампы. Над Нилом у города Карима Джебель-Баркал расположена невысокая, но внушительная скала из красного песчаника. Высота около 100 метров, длина примерно километр. Она стоит на восточном берегу Нила, как каменный дозорный, охраняющий долину. Много миллионов лет назад ветры и вода размыли плато, и от них остались лишь отдельные останцы, такие как Джебель-Баркал. Его имя на арабском значит «священная гора». Для нубийцев и египтян она была домом бога Амона, властителя солнца и жизни. У подножья гор располагался храмовый комплекс, главное святилище Амона, построенное еще фараонами 18-й династии и позже восстановленное кушитскими царями. Столицей поблизости была Напата, а Джебель-Баркал считался ее духовным центром. К северу от пирамид Эль-Куру, где Нил делает свой заметный поворот на север, лежат два древних и ныне почти высохших русла – Вади-эль-Малик и Вади-Ховар. Это район между Напатой и Донголой, где Нубийская долина расширяется, а река уходит от скал в пески пустыни. Вади-эль-Малик – длинная широкая долина, идущая на северо-восток от Нила. Она пересыхает большую часть года, но в древности служила естественным путем в Дарфур и, вероятно, соединяла Нил с внутренними оазисами. Это была важная караванная артерия еще в эпоху Куша. Вади-Ховар, древний Желтый Нил, тянется гораздо западнее, от границы Чада к северо-востоку, вплоть до долины Нила. В доисторические времена это была полноводная река, приносившая воду из влажного Сахеля в Нубию. За ним Банганарти, археологический памятник в Северном Судане, на восточном берегу Нила, примерно в 10 километрах к югу от Старой Донголы. Здесь сохранились руины двух христианских церквей, построенных одна над другой. Нижняя, датированная X веком, посвящена архангелу Михаилу, верхняя, 13 век, служившая паломническим центром Нубийского царства Макурия. Стены храмов покрыты фресками и надписями на старонубийском и греческих языках, где изображены цари, священники и святые. Банганарти была местом чудес и исцелений, нубийским аналогом монастырей Святой Земли. Сегодня это одна из важнейших открытий христианской археологии Африки. Недалеко на левом берегу стоит одиноко тронный зал Старой Донголы, одно из главных зданий средневековой Нубии, бывшей столицы христианского царства Макурия. Он стоит на высоком берегу Нила, в центре древнего города. Построенный в VII веке, зал служил резиденцией царей и местом их коронации. Это двухэтажное кирпичное сооружение с мощными стенами, украшенными нишами и арками. Внутри археологи нашли фрески с изображением правителей, епископов и ангелов, свидетельство слияния византийских и нубийских традиций. Позднее, в исламскую эпоху, здание использовали как мечеть. А Новая Донгола – современный город в Северном Судане, административный центр одноименного штата. Он расположен на западном берегу Нила, примерно в 80 километрах к северо-западу от руин Старой Донголы, и служит важным узлом между Хартумом и Вади-Хальфа.
За Донголой примерно в 30 километрах к северу возле третьего порога Нила Керма, одно из древнейших городищ Африки, колыбель первой нубийской цивилизации, существовавшей задолго до Куша и фараонов. Оно расположено в Северном Судане, на восточном берегу. Керма возникла около 2500 лет до нашей эры и была центром богатого государства, контролировавшего торговлю золотом, слоновой костью и эбеновым деревом. Здесь сохранилось одно из самых загадочных сооружений Древней Африки – Дефуфа. Само слово происходит от нубийского и означает большое глиняное строение. В Керме археологи нашли 3 дефуфы, из которых самая знаменитая – западная, высотой около 18 метров и длиной более 50. Построена она из огромных сырцовых кирпичей с внутренними переходами, сводами и комнатами. Священное место – храм, где, вероятно, проходили обряды поклонения предкам и богам. Внутри найдены следы штукатурки, фресок и рельефов, а вокруг кладбища знати и царей. Дефуфа стояла в центре древнего города, как символ могущества и веры народа, жившего здесь за 1000 лет до пирамид Куша. Позднее город попал под влияние Египта, но культура Кермы дала начало царству Куш. Сегодня на ее месте археологический парк и музей, где выставлены черепа, статуи и украшения, рассказывающие о времени, когда Нубия впервые стала силой на юге Нила. Салеп – одно из археологических чудес Нубии. Салеп был возведен в XIV веке до нашей эры, когда Египет находился на вершине своего могущества. Здесь, на границе с Нубией, фараон Аменхотеп III построил храм в честь Амона, как символ власти над южными землями и знак мира между двумя культурами. В то время Нил был не границей, а дорогой, соединявшей Египет и Куш. Через Салеп проходили караваны золота, слоновой кости и благовоний. После смерти Аменхотепа III его сын Эхнатон попытался отвергнуть культ Амона, и храм пришел в запустение, но нубийцы продолжали чтить это место еще веками, как святилище. А мы приближаемся к огромному Асуанскому водохранилищу – озеро Насер. На месте, где сейчас Асуанское водохранилище, был расположен Пахорос, известный позже как Фарас. Он был одним из важнейших городов средневековой Нубии, жемчужиной христианского царства Набатия, стоявшей на стыке пустыни и Великой реки. Он располагался на левом берегу Нила, в месте, где жизнь веками зависела от ее разливов. Здесь возвышался собор Святой Марии, украшенный изысканными фресками IX-XIV веков. Когда в 20 веке началось строительство Асуанской плотины, долина Фараса оказалась под угрозой. Воды бушующего озера Насер должны были навсегда скрыть древний город. Тогда на помощь пришла международная археологическая миссия под руководством Казимеша Михаловского. За несколько лет до затопления ученые разобрали и вывезли сотни фресок, чтобы спасти их от гибели. Теперь образы из Пахороса можно увидеть в Национальном музее Судана и Национальном музее Варшавы, а сам город исчез под водой. На месте древнего города Фарас теперь раскинулось озеро Насер, одно из крупнейших искусственных водохранилищ мира. Оно появилось после строительства Асуанской плотины в 60-70-х годах прошлого века и простирается более чем на 500 километров. Нил веками был благословением и угрозой Египта. Его ежегодные разливы приносили плодородный ил, но нередко оборачивались разрушением и голодом. Проекты по урегулированию Нила велись давно. Чтобы укротить реку и накопить воду для засушливых лет, в конце 19 века британцы построили первую Асуанскую плотину – инженерное чудо своего времени. Первая старая Асуанская плотина была построена в начале 20 века. Она стала одним из первых крупных гидротехнических проектов на Ниле. Конструкция из гранита длиной около 2 километров позволила регулировать сезонные разливы. Но ее емкости быстро стало не хватать. Плотину дважды повышали в 1912 и 1933 годах, но Нил оставался слишком мощным. В 1960 году началось строительство новой, высокой Асуанской плотины – Садаль-Али. Проект изначально планировался при поддержке США и Великобритании, но после политического конфликта, национализации Суэцкого канала и давления Запада, эти страны отказались от финансирования.
Тогда Египет обратился к Советскому Союзу, и именно СССР стал главным партнером в строительстве. Советские инженеры и египетские специалисты работали бок о бок. В проекте участвовало около 30 тысяч человек. Среди них было более 2000 советских инженеров. СССР поставил технику, оборудование, проектную документацию и обучил египетских специалистов. Это был очень масштабный проект длиной около 4 километров и высотой 111 метров. До строительства Асуанской плотины и образования озера Насер вся долина между Асуаном и Вади-Хальфа была сплошь усеяна древними поселениями и крепостями. Это была граница между Египтом и Нубией, стратегический коридор, который египтяне начали укреплять еще 4000 лет назад, во времена Среднего Царства. Эта цепь укреплений тянулась вдоль Нила, контролируя переправы, караванные пути и торговлю золотом и слоновой костью. Каждая крепость имела глинобитные стены, башни, зернохранилища и святилища для Амона или Хора. Когда в 20 веке построили Асуанскую плотину, большинство этих памятников оказалось в зоне затопления. Но парочка крепостей все-таки сохранилась. Уранарти – древнеегипетская крепость эпохи Среднего Царства, около 18 века до нашей эры, расположенная на небольшом острове. Эта крепость входила в знаменитую цепь южных укреплений. Сегодня Уранарти находится в зоне озера Насер. Часть острова затоплена, но археологи успели исследовать стены и находки, глиняные таблички, печати, предметы быта. Это одно из самых хорошо сохранившихся звеньев оборонительной линии Среднего Царства, напоминание о времени, когда Южная Нубия была форпостом египетской мощи. Каср-ибрим – уникальный археологический памятник на юге Египта, некогда стоявший высоко над Нилом, между вторым и третьими порогами, примерно в 230 километрах к югу от Асуана. Это единственное древнее поселение в Нубии, которое не было затоплено озером Насер, благодаря тому, что оно стояло на высокой скале и даже после подъема воды осталось островом. История Каср-ибрима охватывает более 3000 лет, от фараонов и римлян до христианско-исламских эпох. Здесь находились египетская крепость, нубийский город, монастырь и мечеть. Археологи нашли рукописи на египетском, греческом, коптском, нубийском и арабском языках. Под водами Асуанского водохранилища в Древней Нубии оказались бы два из величайших храмов Египта – Абу-Симбел и Фила. Оба стояли на берегах Нила, но были спасены в ходе беспрецедентной международной операции ЮНЕСКО перед затоплением. Абу-Симбел – грандиозный скальный храм фараона Рамсеса II, вырубленный около 13 века до нашей эры. Прямо в скале высечены гигантские статуи фараона высотой 20 метров, глядящие на восход солнца. Внутри – залы с барельефами его побед и посвящением богам Амону, Ра и Птаху. Храм был полностью разобран на блоки и перенесен выше, на 65 метров, чтобы не исчезнуть под водой. Фила – островной храм богини Исиды, жемчужина позднеегипетской архитектуры. Его павильоны и колоннады были перевезены на соседний остров Агилика, где их собрали заново. Перенос памятников Абу-Симбела и Филы считается одной из крупнейших инженерно-археологических операций в мире. На данный момент озеро аккумулирует воды Нила, обеспечивает Египет электроэнергией, защищает от наводнений и позволяет орошать миллионы гектаров пустыни. Но цена была высокой. Сотни тысяч людей были переселены. Под водой оказались десятки древних городов и храмов, в том числе Пахорос-Фарас, вместе с целыми долинами Нубии. И эта цена не только в цифрах, но и в человеческой и культурной памяти. Исчезла целая страна – Нубия. Древнейший мост между Египтом и Черной Африки. Да, плотина принесла свет миллионов домов, дала стабильность Нилу, но отняла у мира одну из самых древних долин человечества. И когда смотришь на безмятежное зеркало озера Насер, невольно думаешь, какие древние города скрыла вода, которые больше никто не увидит. На западе от Асуанского водохранилища раскинулись огромные озера Тошка. Но они не такие древние, как озеро Танганьика или Виктория. Это дело рук человеческих. Причем появились они не так давно.
Возведение озер Тошка стало колоссальным проектом Египта конца 20 века. Через канал шейха Заида, прорезавший пустыню, воду из озера Насер направили в безжизненные котловины западной пустыни. Это был грандиозный замысел – превратить Сахару в плодородную долину и расширить владение Нила. Они появились в конце 90-х годов прошлого века, когда уровень озера Насер поднялся после паводков, и излишки воды потекли через канал в котловины древних вади на запад. Так среди песков Сахары возникли 4 огромных водоема. Сначала это было чудо. Площадь зеркала превышала 1500 квадратных километров. В воде появилась рыба, появились птицы, зелень. Египет мечтал превратить регион Тошка в новый центр земледелия, символ победы человека над пустыней. Но жара оказалась сильнее. Испарение до 3 метров в год, нехватка подпитки из Нила и засушливые годы привели к тому, что к 20 году нашего века озера почти высохли, оставив после себя белые солончаки. Однако природа переменчива. После мощных дождей и паводков в Судане и Южном Судане уровень Нила снова вырос. И в 2023 году спутники зафиксировали возвращение воды. Озера вновь наполнились, появились новые лагуны. Человек предполагает, а Нил располагает. И независимо от того, какие планы строит человек, предугадать конечный итог событий он не в силах. Все решает Нил, древний и непредсказуемый властелин земли. А мы тем временем попадаем в Асуан, город на юге Египта, у первого Нильского порога, древние ворота в Нубию. С античных времен он был стратегическим и торговым узлом. Отсюда шли караваны в Судан, а из ближайших каменоломен добывали гранит для храмов и обелисков. В древности город называли Суэну и считали рубежом Египта, местом, где начиналось измерение разливов Нила. Асуан был южными воротами Египта, центром торговли с Нубией и Суданом. Сегодня Асуан – оживленный город на стыке древнего и современного мира. Здесь шумят рынки, мимо проплывают филюги, а за горизонтом среди песков все еще видны следы фараонов, оставивших свои надписи на граните у самого сердца Нила. А мы движемся вниз по течению в Луксор, но перед ним еще Ком-Омба, Эдфу и Эсна. Первым на пути стоит храм Ком-Омба. Удивительный даже по меркам древнего Египта, он посвящен сразу 2 божествам – Сабеку, крокодильему повелителю вод, и Хору, солнечному ястребу неба. Построен во 2 веке до нашей эры, во времена Птолемеев, храм уникален своей симметрией. 2 входа, 2 святилища, 2 мира, вода и воздух. Хаос и гармония. Его рельефы изображают не только богов, но и сцены врачевания, древнейшие свидетельства медицинской практики. Рядом археологи нашли десятки мумий крокодилов, священных животных Собека. Дальше вниз по течению Нил приводит нас в Эдфу, город Хора, где сохранился один из самых совершенных храмов Египта, возведенный между 200-ми и 50-ми годами до нашей эры. Он был занесен песком почти до карнизов и благодаря этому пережил века почти нетронутым. Храм рассказывает о вечной битве Хора и Сета, о победе света над тьмой. Внутри залы, колоннады, тайные коридоры, а в сердце святилище с ладьей Бога. Эсна – город на западном берегу Нила, примерно в 55 километрах к югу от Луксора. Его главная достопримечательность – храм бога Хнума, хранителя вод Нила. Храм возведен в эпоху Птолемеев и Римской империи и частично скрыт над уровнем современного города. Его колоннада уходит на 9 метров вглубь земли. На капителях изображены лотосы, пальмовые листья и фигуры богов, а стены покрыты рельефами с императорами, приносящими дары египетским божествам. А Луксор – один из главных археологических центров Египта, расположенный на обоих берегах Нила. В древности он был частью Великих Фив, столицы Египта, в эпоху Нового Царства, 9 век до нашей эры. Город сохранил уникальную концентрацию памятников. На восточном берегу находится храм Луксора и комплекс Карнака, соединенные аллеи сфинксов, по которой проходили религиозные процессии бога Амона. На западном берегу некрополи и мемориальные храмы, долина царей, долина цариц, храм Хатшепсут.
Колоссы Мемнона. Здесь покоятся фараоны 18-20 династии, включая Тутанхамона и Рамсеса II. Археологические раскопки продолжаются и сегодня, принося новые открытия. Луксор считается крупнейшим музеем под открытым небом в мире и остается важнейшим туристическим и историческим центром Египта. Сразу за Луксором на западном берегу Нила лежит Дендера, город богини Хатхор, покровительница любви, радости и музыки. Ее храм один из самых хорошо сохранившихся в Египте. Построенный во времена Птолемеев, он хранит древнейшие изображения звездного неба. Знаменитый зодиак Дендера, сцены солнечных и лунных циклов. Внутри колонны с лицами Хатхор, голубые потолки и тайные коридоры. Храм стоял у самой дороги, по которой богини и боги Луксора ежегодно встречались во время священных процессий. Двигаясь дальше на север, достигаем Бени-Хасана, скального некрополя эпохи Среднего Царства. Высоко в известняковых скалах над Нилом вырублены гробницы намархов. Далее путь ведет в священную область Гермополя, древнего Эль-Ашмунейна, где почитали бога Тота, хранителя мудрости и письменности. Здесь, по преданию, был создан мир, и именно отсюда произошли первые слова и знаки. Рядом Туна Эль-Гебель, некрополь Гермополя, где найдены тысячи мумий ибисов и павианов, посвященных Тоту. Этот участок долины Нила стал центром египетской науки и философии. Здесь у святилищ Тота зародились представления о времени, душе и законе, которые потом унаследует греческий мир. А мы уже в Фаюме, древнем оазисе, рожденный водой Нила. Его питает канал Бахр-Юсуф, построенный еще при фараоне Аменемхете III. Фаюм был лабораторией египетских инженеров. Здесь осушались болота, создавали водохранилища и строили пирамиды. В Хаваре стоит гробница самого Аменемхета III и следы легендарного лабиринта, описанного Геродотом. На берегу озера Карун археологи нашли города греко-римской эпохи, Каранис, Димей и знаменитые фаюмские портреты. А неподалеку в Вади Аль-Хитан лежат окаменелые скелеты древних китов, напоминание о времени, когда здесь плескалось море. Путь от Фаюма до Средиземного моря проходит через наиболее густонаселенную часть Египта – долину и дельту Нила, где на протяжении тысячелетий формировались земледелие, города и государственность. Из оазиса Фаюм, связанного с Нилом каналом Бахр-Юсуф, дорога идет на северо-восток. Этот канал, созданный еще при фараонах Среднего Царства, до сих пор служит источником орошения для региона. В Мейдуме находится одна из первых пирамид Египта, переходная форма между ступенчатой и классической, приписываемая фараону Снофру. И, наконец, мы в Каире. Каир – столица Египта и крупнейший город Африки, расположенный на месте, где долина Нила расширяется перед выходом в дельту. Здесь древность сливается с современностью. Шумные улицы, рынки и мосты соседствуют с древними некрополями и мечетями. Город вырос из поселений вокруг крепости Вавилон и старого Фустата, основанных арабами в 7 веке. Позже фатимиды построили здесь столицу – Аль-Кахира, победоносную, давшая имя Каиру. На западной окраине Каира, у края пустыни, стоит Гиза, некрополь древнеегипетских фараонов. Здесь возвышаются 3 знаменитые пирамиды – Хеопса, Хефрена и Микерина. Пирамида Хеопса – крупнейшее сооружение из когда-либо возведенных человеком в древности. Ее высота первоначала достигала 147 метров. Рядом находится пирамида Хефрена, сохранившая часть известняковой облицовки, и меньшая пирамида Микерина. У их подножия высечен из цельноизвестняковой скалы Великий Сфинкс, статуя льва с человеческим лицом, обращенная к востоку. Этот комплекс, созданный около 2500 лет до нашей эры, служил погребальным центром правящих династий Древнего Царства. До наших дней пирамиды Гиза остаются символом Египта и одним из самых известных памятников мировой цивилизации, свидетельством технического и инженерного мастерства древних строителей. Многие сомневаются, что это построил человек, но для археологии их происхождение давно перестало быть загадкой.
Раскопки в Гизе показали остатки огромного рабочего поселка, домов, пекарен, складов и даже пивоварен. Там жили тысячи ремесленников, камнетесов, инженеров и носильщиков, работавших сменами по несколько месяцев. Это были не рабы, а вольнонаемные крестьяне, которые призывали на царскую службу в сезон, когда Нил разливался и поля стояли под водой. К югу от Гизы расположен Мемфис, древняя столица Объединенного Египта и важный религиозный центр культа бога Птаха. Рядом находится Саккара, крупнейший некрополь древнего царства с первой каменной пирамидой, ступенчатой пирамидой Джосера, построенной архитектором Имхотепом. В черте города находится египетский музей, старинный рынок Хан-эль-Халили. Над всем этим возвышается цитадель Саладина и мечеть Мухаммеда Али. Каир стоит на границе истории и современности. Мегаполис с более чем 20 миллионами жителей. И Каир, оказывается, не последний город. Севернее Каира долина Нила постепенно расширяется, переходя в дельту. Здесь река разделяется на два главных рукава – Розетский и Дамьетский. Между ними раскинулись густо заселенные плодородные земли. Важнейшая сельскохозяйственная зона Египта, где выращиваются хлопок, рис и пшеница. В районе города Розетта в 1799 году был найден розетский камень, сыгравший ключевую роль в расшифровке древнеегипетских иероглифов. Восточнее вдоль Дамьетского рукава лежат города Танта, Мансура и Дамьета, известные производством текстиля, судостроением и портами. А путь завершается у побережья Средиземного моря, в районе Александрии. Александрия – второй по величине город Египта и главный порт страны, расположенный на побережье Средиземного моря в 225 километрах к северо-западу от Каира. Город был основан Александром Македонским в 331 году до нашей эры и вскоре стал столицей эллинистического Египта. При Птоломеях Александрия превратилась в крупнейший культурный и научный центр античного мира. Здесь находилась Александрийская библиотека, знаменитая на весь древний мир, и маяк на острове Фарос, одно из 7 чудес света. Александрийский маяк, воздвигнутый на острове Фарос в III веке до нашей эры, при Птоломее II считался одним из 7 чудес света. Его высота достигала примерно 120 метров. На вершине горел огонь, отраженный бронзовым зеркалом. Свет маяка был виден за десятки километров и служил ориентиром для кораблей, идущим в древний порт. Но в XI-XIV веках мощные землетрясения одно за другим разрушили строение. К XV веку оно исчезло полностью, а на этом месте позже возвели крепость Каит-Бей, сохранившую часть древнего фундамента. Что до Великой библиотеки, она была сердцем античного знания, хранившей сотни тысяч свитков. Ее уничтожали не один раз, частично при пожаре во время похода Цезаря, затем при нападениях и религиозных конфликтах. К V веку нашей эры от нее не осталось ничего, лишь память о ней вдохновила современников возродить ее дух. В 2002 году на берегу Средиземного моря открылась новая библиотека Александрина. Современное здание из стекла и гранита стало продолжением древней традиции, местом, где встречаются наука, культура и память. Сегодня Александрия – современный портовый и промышленный город, важный центр судоходства и торговли. Она известна своим университетом, музеями, набережной Корнише и новой библиотекой Александрина, построенной в память о древнем хранилище знаний. Климат мягкий, средиземноморский, а уличная архитектура хранит отпечатки греческого, римского, арабского и европейского влияния. Так Нил заканчивает свое течение, переходя из древней долины фараонов в современный мир, сохраняя роль жизненной артерии Египта. Нил – река, давшая жизнь не только людям, но и множеству животных, населявших его берега задолго до появления цивилизации. Берега Нила, особенно в нижнем течении, единственное место, где зелень способна противостоять пустыне. В верховьях Нила, где осадка выпадает больше всего, природа пышная и многослойная. Здесь, в районах озера Виктория, Эфиопского Нагорья и тропических болот Судана, река течет сквозь влажные саванны и тропические леса, а ее берега утопают в зелени.
В среднем течении в Судане растут акации, сикоморы, мимозы, баобабы, а у границ Египта появляются финиковые пальмы и тамариски, растения, способные жить при минимальной влаге. Папирус – символ Нила, растение, из которого древние египтяне делали бумагу и лодки. Когда-то он рос вдоль всей реки, теперь почти исчез, сохранившись лишь в заповедниках. Его утрата – один из тихих признаков того, как меняется река. До человека здесь властвовали древние обитатели воды – нильские крокодилы. Эти рептилии живут на Земле более 80 миллионов лет и по-прежнему господствуют в среднем течении реки. По-прежнему можно увидеть бегемотов, древних гигантов, когда-то населявших весь Нил, вплоть до его дельты. Сегодня бегемоты сохранились лишь южнее Асуана, главным образом в Судане и Южном Судане, где воды Нила полноводны и укрыты тростниковыми зарослями. Они проводят дни, погружаясь в воду почти с головой, а ночью выходят на берег пастись, прокладывая целые тропы среди растений. Рядом с ними обитают змеи, черепахи, земноводные. По берегам можно увидеть мангровых кошек, шакалов, антилоп, ежей и вивер, чья жизнь тесно связана с водой. В ночной тишине к реке выходят пятнистые гиены, а на юге даже леопарды, охотящиеся в зарослях акации. Когда-то и львы встречались вдоль всего течения Нила, особенно в его верховьях, на территории нынешнего Судана и Южного Египта. В эпоху фараонов они были обычными обитателями саванн и пустынных окраин долины, охотились на антилоп, буйволов и даже верблюдов. Изображения львов встречаются на стенах египетских храмов и саркофагов, а также в охотничьих сценах. Фараон нередко изображался поражающим льва, символизируя победу над хаосом. Однако к концу 19 века львы в долине Нила исчезли полностью. Последние упоминания о них относятся к югу Египта и северу Судана, где зверей еще можно было встретить в редких кустарниковых саваннах. Сегодня ближайшие популяции обитают дальше к югу в Судане, Южном Судане, Эфиопии и Уганде, по притокам Белого и Голубого Нила. Чего не скажешь о нильском варане, одной из самых крупных ящериц Африки, достигающих 2 метров в длину. Он прекрасно плавает, ныряет и живет у воды. На берегах Нила его можно увидеть почти повсюду. Варан питается рыбой, яйцами птиц, падалью, мелкими животными. Он осторожен, но смел, а при опасности стремительно скрывается в реке, где чувствует себя хозяином. Нил – один из важнейших птичьих коридоров планеты. По нему проходят миллионы перелетных птиц, мигрирующих между Африкой и Европой. На его берегах гнездятся цапли, фламинго, аисты, утки, гуси, пеликаны. Когда солнце садится или встает, стаи ласточек и зимородков вычерчивают в воздухе над водой живые узоры. Для некоторых видов птиц Нил не место временного отдыха, а дом. Он дает им корм, тепло, гнезда и вечное присутствие воды. И пока река течет, над ней всегда будет звучать живой голос крыльев. Египетские гуси, живущие парами, охраняют свои гнезда и выводят птенцов прямо у берегов. В болотах мерцают перья блестящих ибисов, охотящихся на насекомых и рачков. Малые бакланы ныряют глубоко, а нанырявшись, потом неподвижно сидят на ветках, расправив крылья под солнцем. А это красавец Удод, одна из самых узнаваемых птиц Египта. Его рыжее оперение и высокий хохолок напоминают солнечную корону. В древности Удода почитали за чистоту и благородство. Он уничтожал насекомых, жил рядом с людьми и считался хранителем порядка. Нильские воды – дом для более чем 130 видов рыб, многие из которых эндемичны, то есть встречаются только здесь. Самые известные – нильский окунь, гигант длиной до 2 метров, тилапия, сом. А это рыба-протоптер, способная дышать воздухом и переживать засуху, зарываясь в ил. Рыба всегда была опорой жизни вдоль реки и для фараонов, и для рыбаков наших дней. Но строительство плотин нарушило пути миграции многих видов, изменило температуру и химический состав воды. Тем не менее, даже сегодня Нил остается одним из крупнейших пресноводных биомов Африки.
Река, подарившая жизнь целой цивилизации, сегодня переживает переломный момент. Ее воды делят 9 стран, и каждая стремится взять больше. Больше энергии, больше урожая, больше контроля. Климат делает ситуацию еще сложнее. Осадки сокращаются, испарение растет, паводки становятся непредсказуемыми. В засушливые годы Нил мелеет, и Египет буквально ждет дождя, как судьбоносного знака. С ростом городов усиливается загрязнение. В воды Нила попадают сточные истоки, удобрения, пестициды, отходы производства. Канализационные системы Каира, Хартума и Асуана перегружены и устарели. Особенно страдает дельта, сердце египетского земледелия. Вода, возвращающаяся с полей, несет в себе химикаты, вызывая эвтрофикацию, бурное цветение водорослей, которые лишают реку кислорода. Рыба гибнет, а вместе с ней и хрупкий баланс экосистемы. А главная современная драма связана с Великой Эфиопской плотиной Возрождения, грандиозным гидротехническим проектом на Голубом Ниле. Для Эфиопии она символ развития и независимости, крупнейшая электростанция континента, способная снабжать энергией соседние страны. Но для Египта, чья жизнь зависит от Нила на 95%, это вопрос выживания. Любое сокращение стока грозит засухами и потерей урожая. Стороны не могут договориться о темпах заполнения водохранилища и управления потоком в засушливые годы. Судан, находящийся между ними, тоже разрывается между выгодой и риском. Плотины изменили судьбу Нила. Асуанская спасла Египет от паводков и дала свет миллионам домов, но вместе с тем нарушила природный ритм реки. Ил, который веками удобрял земли, теперь оседает в водохранилищах. Течение стало слабее, вода теплее, а дельта страдает от засоления и вторжения моря. Так человек, стремясь починить Нил, невольно лишил его живой силы. Река, веками питавшая цивилизацию, все больше напоминает цепь управляемых резервуаров, великое творение природы, превращенное в механизм. Но он течет, как и тысячи лет, сквозь каменные пороги, пески и историю. Его воды несут ил, пусть и в меньшем объеме, который по-прежнему делает землю плодородной. На его берегах, как и прежде, пахари выходят на поля, дети купаются в теплых заводях, а лодки с белыми парусами скользят по его глади. Нил – это река, где прошлое и настоящее слились в одно течение. Он был свидетельством зарождения цивилизации и остается ее живым пульсом по сей день. Нил – это река, которая пережила царство и империи, соединила древность и современность и продолжает наполнять Африку жизнью. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.